Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас коррекция нарощенных ногтей. И эти ногти относились, вы, наверное, не угадаете сколько. Пишите свои предположения в комментариях, мне очень интересно. А в конце видео я скажу вам точную цифру. И с этими руками это практически закономерность. Уже так долго ходить без коррекции. Вы могли видеть и другие ролики на моем канале с их участием. Длину я убираю насколько отросло фрезой. И снимаю фрезой также дизайн. Обороты при такой работе у меня стандартно 1025 плюс-минус. Под дизайном у нас камуфляж всегда, потому что некоторые пальцы делаем с френчем, и чтобы не выкрашивать дополнительный слой бежевого гель-лака, проще положить сразу камуфляж. Кстати, работаю я последнее время с акрилатиками, поэтому тут и предыдущая, и последующая коррекция выполнялась и будет выполняться им же. На правой руке все ногти живы, отслоек не было вообще, максимум сбоку свободного края чуть-чуть. Мы запиливаем пилочкой отросшую часть ногтя, это нужно обязательно для сцепления материала. Идеально переход от материала к ногтю я не заглаживала, сейчас ступенька это не будет играть большой роли. А вот на рабочем пальце левой руки произошел таки серьезный перевес материала, и он начал отходить сверху. Вот так он отрывается, насильно отрывать его ни в коем случае нельзя, ни мастеру, ни клиенту. На самом деле такая отслойка могла произойти и впоследствии удара ногтями. Причина явно не одна может быть, и вы сейчас увидите, как пострадал натуральный ноготок. И почему нельзя перенашивать материал. Отслойку нужно пилить обязательно, придерживая ее сверху своим же пальцем, иначе будет идти вибрация от фрезы, будет очень неприятно. А пилочкой в такую отслойку будете пилить очень долго, причем будет также дискомфорт от нагрева пилочки. Там, где я вижу, что отслойка заканчивается, делаю насечки фрезой до натурального ногтя. Таким образом я срежу отслойку по ее контуру. Так работа пойдет быстрее, чем спиливать равномерно весь материал по всему ногтю. Это вот уже вы видите натуральный ноготь. Это не гель еще остался. Вот так выглядит наш потерпевший и переживший многое ноготь. Длина в принципе есть, можно оставить ее как подложку. Но смотреть на такой натуральный ноготь больно, поэтому срезаю его под корень. Чешуйки или даже пласты ногтя, которые так поднялись, к сожалению, обратно не приклеить, поэтому их тоже срезаю и запиливаю пилочкой. Этот ноготь мы просто нарастим заново. Далее самая главная, но не единственная часть, от которой зависит отслойки, точнее их отсутствие. Конечно же птеригий. Убираем его либо привычной нам фрезой, пламенем, пулей, а я экспериментирую с новым приобретением. Миниатюрный усеченный конус экстра мягкого абразива. Он очень удобен, так как маленький, он отлично приподнимает кутикулу, отодвигает ее и зачищает птеригий. Кутикулы активной у нас нет, она не мешает, поэтому убрать ее можно либо до, то есть сейчас, либо после коррекции, но перед дизайном.
Ногти хорошо обезжириваем, дегидрируем и наносим праймер. Ногтевая пластина непривередлива, поэтому я наношу, как и для гель-лака, бескислотный праймер, который склеит чешуйки ногтя. Далее нужно нанести базу. Акрилатик можно наносить и без нее, но вы видели, сколько мы носим ногти, поэтому базу наношу всегда. Моя цель, чтобы клиент пришел без отслоек через любое количество времени. Это только мне же будет легче при коррекции. А вот как долго клиент будет ходить с покрытием, это уже дело обстоятельств. Базу мы просушиваем в лампе от 30 секунд до минуты. Как я и говорила, использую на этих ногтях камуфлирующий акрилатик. С маркой Космопрофи я знакома уже давно, и мне очень нравятся они и по цветам, и по консистенции, и, конечно же, по носибельности. Поэтому я могу рекомендовать их вам. Ссылка на интернет-магазин как в России, так и в Украине будет в описании прямо под этим видео. Работа с акрилатиком не отличается от других гибридов. Главный принцип – это утоптать и разровнять. Если кто-то еще не пробовал в работе материал как акрилатик, тоже очень советую. Он не растекается, если клиент кладет руку в лампе криво, не печет даже таким толстым слоем, выложить его можно за один раз на всех пальцах и даже на большой палец, который лежит в лампе боком. И я также в один слой и без проблем могу доложить высоту на кончике, чтобы приподнять вниз клюющий ноготь. Время выкладки я засекала на коротких ногтях, это где-то 10-15 минут на всех пальцах. На такой длине, думаю, минут 20 займет, но прелесть в легком и быстром опиле. Опил требуется в основном только свободному краю, а на указательном пальце мне его нужно еще и приподнять, поэтому пилочкой пилю снизу, приподнимая параллели. Вот такой ноготок у нас получился по форме, осталось только подпилить кончик снизу, чтобы убрать лишний материал от того, когда делали поднятие. Вот так мы создали аккуратную арочку снизу. У кутикулы я прохожусь фрезой, чтобы наверняка убрать затеки, если они вдруг есть. Снизу я запечатываю границу натурального ногтя и материала финишем, чтобы избежать отслоек и там. Дальше у нас будет дизайн с втиркой. Для начала покрою ногти выбранным цветом и затем финишем без липкого слоя. Им нужно покрыть только те участки, где будет втирка. На забавленную часть она не возьмется. У меня это полупрозрачная радужная втирка. Ее перекрытие должно быть двумя слоями топа, хорошо запечатывая все границы.
Поверх просушенного финиша я выполняю дизайн гель-пастой без липкого слоя, которая не требует перекрытия снова финишем. Поэтому ногти у нас считаются уже полностью готовыми. Они у нас получились очень яркие и выразительные. Время работы с ними было 3 часа, а носился прошлый маникюр по моим записям в блокноте и в ВК с 18.03 по 9.06. Это без 10 дней 3 месяца, то есть 84 дня. Это рекорд среди моих клиенток. Если это видео было полезным и интересным для вас, ставьте пальчики вверх, мне очень приятно, а я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока!